Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, и я вас приглашаю в свое новое видео, где я покажу свои последние заказы на AliExpress. Они довольно-таки такие эксклюзивные, даже экзотические, а именно украшения серебряные, и одно по сомнениям, так как на нем не стоит проба, с такими необычными, чудаковатыми камнями, как аметрины, полихромные турмалины. И даже я наконец-таки осмелилась и заказала мистик топаз, так как у нас в городе Минске очень редко можно найти этот камень. А на AliExpress представлены очень интересные украшения. Итак, давайте подробненько все разберем и посмотрим, как смотрится каждое украшение на мне. Некоторые украшения я докупила, чтобы был комплект. Все покажу, расскажу, и, я надеюсь, будет интересно. Итак, поехали. Первые сережечки, которые ко мне пришли достаточно быстро, это вот такое вот волшебство. Я давно себе хотела вот такие вот именно двухцветные камни. Я от них просто балдею. Пришли эти сережечки вот в такой упаковке. Ничего особенного, как вы видите. Но они выглядят, конечно, фантастически. Сначала я вам покажу их вот так вот, как это делают на AliExpress. Но красивее, конечно, я знаю, что специалисты, кто сотрудничает с AliExpress, мне так кажется, вот показывают еще вот так вот, или на крутящемся столике. А как вам нравится, вот как, когда вам демонстрируют украшения? Мне будет очень интересно почитать. Мне лично нравится, когда человек описывает свои эмоции и впечатления от украшения, а не вот так вот прям наглядно демонстрируют, вот как это делают в ювелирных магазинах. Иногда вот когда от души идет, тогда это интересно. Ну да ладно. Вот они, эти сережечки. Написано, что они серебряные с аметистом. В характеристиках я еще все покажу подробненько. Но я здесь вижу, что это аметрин, сделано под аметрин. Камушки, они, знаете, можно даже поверить, что это натуральный аметрин. Сделаны очень красиво. Красиво они переливаются. Все в них идеально. И также здесь, кроме вот этих двух аметринов, аметрин это такой вообще двухцветный камень. И я думаю, что вы встречали в магазинах, есть кварцы искусственные, двухцветные, но аметрин это особенный камень. Например, он назван в честь двух кристаллов из семейства кварцев, аметиста и цитрина. Поэтому я прощаю AliExpress то, что они назвали аметист, потому что это камень, видите, желтая часть это цитрин и фиолетовая часть это аметрин. Что же это за такой вот незнакомец аметрин? Вообще, я давно считаю, что многослойность это очень красиво, и когда это воплощено в украшениях, это еще красивее. Но есть одно исключение. Камень, который вот окрашен не в один, а сразу в два цвета, которые плавно или резко перетекают друг в друга. В самоцветах, которые раскрашены природой в стиле градиент, выделяют два основных цвета и несколько сопутствующих оттенков. Вот здесь я сопутствующих оттенков, а нет, наблюдается здесь сопутствующий оттенок, то есть желтый, потом такой бордовенький, а потом фиолетовый. Ну вот я не ожидала от AliExpress такую красоту, чтобы они воплотили. Ну и вот этот вот сопутствующий оттенок между желтым и фиолетовым цветом, он создает возможность вот этого плавного и нежного цветового перетекания. А вообще истинные двухцветные камни характеризуются визуально резким переходом из одного цвета в другой. За счет этого вот свойства выглядят особенно неподражаемо. Цвета в таких кристаллах как будто бы накладываются друг на друга, создавая ощущение вот этой многослойности и богатых переливов. Я вот просто балдею от этого вот цветового решения.
Кстати, на Алиэкспресс очень тяжело найти именно аметрины. Есть другие раскрасы, переходы там из фиолетового в такой бледно-фиолетовый, из желтого, по-моему, в розовый. А вот именно из желтого в фиолетовый очень редко. Вот даже хочу докупить, может быть, кулон. Ну вот, встречается редко, один раз только нашла кольцо. Ну и вот этот вот камень аметрин, под который я купила эти сережки, я думаю, может быть, я надеюсь, что это натуральный камень, но, скорее всего, это ситал. Очень мастерски сделанный. Мне очень нравится, как здесь выполнены камни. Они действительно неподражаемые. И вообще аметрин — это волшебный камень. Давно хотела его в свою коллекцию. Видите, что аметрины я очень люблю. Вот так вот выглядит сережечка вблизи, со всех сторон. Все красиво переливается. И сзади, и спереди все выполнено идеально. Единственное, странно, но это понятно почему. Продавец не показывает, что здесь вот такая вот, можно сказать, незаконченная швенза. Видите, она короткая. Это швенза, и даже если одевать силиконовую заглушку, то все равно она не будет так держаться, и вот эта швенза толстовата. То ли у них металла не хватило, не знаю, но это очень странно. Вот так вот выполнена сережка, если ее вот так вот подробно рассматривать. И в отзывах я читала, что тоже люди жалуются, что эти сережки, они вот не закончены, у них нет вот окончания. Вот это всех расстраивает, ну не всех, кто-то хвалит, что очень красиво. Что касается меня, то я их носила, но недолгое время, и они носились нормально. И мне нравился вот этот переход цвета, действительно, он виден, я наблюдаю. И даже у нас рядом с домом есть банк, там девушка работает, у нее серьги тоже с двухцветным камнем, и я всегда на них смотрю. Но мне вот этот камень больше нравится, он какой-то вот идеальный. Все-таки мне кажется, это ситал, потому что именно ситалы делают такими идеальными. Также заявлено, что это серебро, но я на сережках не нашла пробы 925 пробы. Обычно китайцы, они не ленятся проставлять пробы, но исполнение сережек мне нравится, как они смотрятся в ушки, и даже я прощаю эту незаконченную швензу. Эти серьги были очень бюджетные, не $20, и мне нравится еще, как обыгран здесь камень, то, что сверху вот эти вот кубические циркони, потом переход в этот аметрин. Очень интересные серьги, смотрятся не самобытно. Обычно двухцветные камни как-то обыгрывают самобытно, этот нет. Что касается этого камня, аметрина, вообще этот камень — это кварц. Если говорить о натуральном аметрине, ровно такой же, как и ближайшие родственники этого двухцветного камня, цитрин и аметист, они тоже кварцы. Цитрин известен вам, например, своим лимонным окрасом, а второй нежно-фиолетовым цветом. Аметрины бывают разными, но чаще всего это двухцветные камни в украшениях выглядят как настоящие, вот я бы даже выразилась, солисты драгоценного ансамбля. Добывают их на боливийской земле в шахте Анахая, которая была названа в честь легендарной боливийской красавицы, заплатившей смертью за любовь к чужестранцу. Да, есть такая легенда. Именно Боливия является основным поставщиком аметринов. Небольшие залежи этих кристаллов есть и в Бразилии. Однако бразильские минералы выглядят гораздо хуже, они тусклые, поэтому особой ценности не представляют. Вот смотрю на них и просто любуюсь, что у меня в моей коллекции появились аметрины. Пускай, может быть, и не натуральные. И вот если подробно говорить о продавце, то это продавец вот так вот написан. Серьги очень бюджетные, $3.49. Так и написано, как я и сказала, серебро 925 пробы не нашла, и аметист. Ну, аметист кварц, аметрин кварц, прощаем. И вот так вот рекламируют. Обратите внимание, они не показывают, что швенза здесь незаконченная.
как-то это маскирует, это очень расстраивает. Ну, на то вот и обзоры, чтобы вы увидели. Я решила снять, вот кто мечтает об аметринах. Также здесь представлено, что можно купить в таком металле под золото и под серебро. Кстати, многие, кто купил, думали, что это настоящее золото, что на Алиэкспресс можно так дешево купить золото. Нет. Китайцы, они славятся тем, что они иногда делают серебряные изделия, но на некоторых изделиях не серебряных, а покрытых серебром ставят просто пробу. Также, если характеристики прочитать, то здесь указано, что не серебро, тип металла медь. Вот, может быть, поэтому пробы и не стоит. Что касается камня, тоже здесь не конкретизируется какой. А вот здесь, вот если прочитать описание, я всегда его читаю, здесь тоже просто бренд написан и ничего не сказано. Вот просто цвет серебристый, про камень ничего не сказано. И тоже серьги продемонстрированы красиво, но швенза не показано. Вот можете увидеть, как в золоте смотрится аметрин, тоже красиво. Но так как я, скорее всего, эти украшения буду носить серебром, то есть эти сережки, то я взяла именно их в серебре и буду с удовольствием носить. Уж очень мне нравится и исполнение этих сережек, и размер. Все в них прелестно. Они не сильно большие, но и не сильно маленькие. Так как продавец не указал длину этих сережек, ширину, также размер этого аметрина, то я хочу вам это сказать, чтобы вы приблизительно понимали и не расстраивались, если вас не удовлетворит размер. Значит, длина сережки где-то приблизительно 28 миллиметров. Значит, ширина этого камушка около 10 миллиметров и высота камня аж 14 миллиметров. Великолепный камень, на мой взгляд. Я просто балдею от этого аметринчика. Он великолепен со всех сторон. И действительно он заметен и благородно играет на ушках. Просто совершенство, на мой взгляд. А то, что здесь такая вот швенза, в этом есть и какой-то плюсик. Они смотрятся на ушках интересно. Следующая моя радость — это арбузный турмалин. То есть получается, что аметрины — это не единственные кристаллы, которые могут похвастаться многообразием своей цветовой гаммы. Есть и другие. Например, сапфир или арбузный турмалин. Они встречаются довольно редко, а потому являются объектом настоящей охоты среди любителей эксклюзивных украшений. Я постаралась и на Алиэкспресс нашла безумно классного продавца или бренд, не знаю как назвать. И у них представлены просто потрясающие арбузные турмалины, а именно их имитация очень качественная. У нас в Минске натуральные арбузные турмалины я не встречу, а вот на Алиэкспресс заказать имитацию турмалинов я могу. Вообще вот это вкусное название арбузный турмалин всецело себя оправдывает. В таких турмалинах сочетаются нежно-розовые арбузные оттенки со светло-зелеными цветами. И я вот вам демонстрирую, как продавец прислал мне колечко. Это кольцо в 7 размере. Всегда они указывают размер. Специально, чтобы вам демонстрировать это кольцо, я сниму свое колечко и надену его. Я вот жалею, что не заказала в размере 6, а может быть и не зря. Вот так вот выглядит кольцо. На мой взгляд, просто умопомрачительно. Очень удачная имитация именно арбузного турмалина. Это просто мой восторг. Мне нравится, как камень с 2 сторон еще вдобавок подчеркнут 2 кубическими циркониями. Это просто божество. А также я хочу примерить вот на этот
У меня так пальцы, что вот этот 17,5, это 16,5. Обычно на Алиэкспресс на свой пальчик 16,5 я заказываю 6, на эти 2 пальчика 7. Вот такие у меня дела с моими пальчиками и размерами. Кольцо, на мой взгляд, очень захватывает. Я думала его передарить, но теперь так и не думаю. Также здесь заявлено, что это серебро. И в этот раз, конечно же, пробу они проставили, этот бренд. Я вообще очень люблю этого продавца, я вам потом подробно покажу. У него очень качественные изделия и просто невероятные имитации турмалинов, именно двухцветных, в разных ипостасях. Ну и давайте посмотрим вот пробу. Вот так вот выглядит камень. Показываю все в подробностях. Сделано оно невероятно. Вот так вот красиво, ажурно. Ажурное изделие. Вот я постаралась вам показать пробу на внутренней части шинки. Как могу, показываю. Вот она. Кольцо невероятное, на мой взгляд, и я не просто так заказала одно кольцо. Дело в том, что у меня теперь полноценный комплект. Я уже имею опыт ношения изделий от этого продавца. Поставлю это колечко, то есть надену на свой любимый цитрин. У меня от этого продавца также в таком же пакетике идет вот такой вот кулон. Он тоже невероятно красивый, и к кулону 2 серьги. Это вот такой я заказывала наборчик. Может быть, кольцо и лишнее здесь в этой истории, но мне нравится, что все завершается колечком. И в колечке камень он побольше. То есть получается, что серьги это 1 камень, размер поменьше, а в кулоне и в кольце, вот лучше вот так вот показать, камень одного размера. Вот, поэтому думайте, решайте сами, но продавец невероятный, на мой взгляд. Я хочу еще в других расцветках заказать у него украшения. Хочу иметь все 3 расцветки. Я сейчас покажу, что они предлагают. И вот пакетики, то есть приходит все не в пакетиках, а в таких вот бархатных мешочках. И вот такой интересный бренд. Но на мой взгляд, эти арбузные турмалины это нечто. Причем проба проставлена и на кулоне, я уже рассказывала про кулоны, сережки, и на сережках стоит проба, все вот так в этом вот ажурном стиле выполнено, и серьги, и кулон, и кольцо, то есть все выдержано, не придраться. Продавец, я вот находка, причем очень мало отзывов, вот когда на витрины предыдущие, там нормально отзывов, но вот на эти украшения от этого продавца очень мало отзывов, и они говорят редко, может быть, нет таких любителей двухцветных камней, как я, но я человек искушенный, и мне хотелось свою коллекцию, пускай не натуральные арбузные турмалины, но вот эти сеталы, это просто нечто, на мой взгляд. Очень красиво передан переход цвета. Все, можно даже поверить, что это натуральный турмалин. Ну и теперь в подробностях показываю. Вот он, продавец, название точное. Также $18.32 стоит это колечко. Также вот так вот демонстрирует эти кольца продавец. Очень красивые. И вот еще 2 расцветки, о которых я говорила и которые я хочу иметь в своем ювелирном арсенале, скажем так. Новый мой ювелирный сленг. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот они демонстрируют их на столике. Потрясающие колечки. Мне нравится особенно и сочетание фиолетовых оттенков. А это вообще сделан вот этот желто-оранжевый камень. Это под сапфир.
Вот так выглядят колечки. Умопомрачительно просто. Вот такие расцветки. Вот это мое кольцо арбузный турмалин. Это вот под сапфир сделано. И также давайте покажу вот эти 3 расцветки. Они называются, если выбирать, то главный цвет, то есть типа color красный почему-то. Это purple, то есть фиолетовый, пурпурный. И под оранжевый цвет. Вот так они называются. И причем, если вы будете выбирать еще сережки, кулоны, везде вот такие названия, чтобы комплектик подобрать. Только 3 размера кольца, к сожалению, 6, 7, 8. Также есть таблица размеров. Все подробненько. Характеристики, вот я обратила внимание, что основной камень, вот здесь заявлено, что турмалин. И клеймо 925 проба, стерлинговое серебро, крабановая закрепка. Это все блогеры, естественно, прежде чем снимать обзор, они это читают и иногда показывают. И вот я обратила внимание, что вот здесь они уже рассказывают, что такое турмалин. И сейчас покажу, что мне понравилось. Что вот здесь вот, если внимательно читать, продавец заявил, что imitated турмалин, то есть сымитированный турмалин. И также я показала вам, что в этом колечке еще 2 кубических циркония. Все правильно указали, даже размер указали. Это заслуживает внимания, не только размер, да еще и вес, и покрытие родием. То есть это не только стерлинговое серебро, еще и покрыли родием. И вот здесь вот демонстрация. Я больше всего люблю писать описание. И именно вот этот продавец, он и на серьги, и на кулон тоже написал правду, что это сымитированный турмалин. Но продавец первоклассный, наверное, у него мало продаж именно этого колечка и мало отзывов, тут 3, включая мой, потому что дороговато. Все же хотят дешево купить, но здесь лучше заплатить 18-32 и быть довольным качеством. Мне очень нравится этот продавец, все изделия, и сережки, и вот этот вот кулончик, и кольцо, можно приобрести просто кольцо. Все высочайшего качества, на мой взгляд. Я влюблена в этого продавца и хочу еще 2 комплекта, еще с 2 двухцветными камнями. Наконец-таки я получила свой заветный мистик топаз. Вот в такой коробочке. Естественно, все было так вот очень хорошо упаковано, надежно. Можно было понять, что продавец заботится о том, чтобы товар пришел в хорошем качестве, в первозданном виде. Вот такая вот красивая коробочка. Я не ожидала. Вот все-таки если на Алиэкспресс что-то заказывать подороже, например, в районе $20, то вот такое вот вообще шикарное оформление. Они всегда хорошо оформляют, но вот такие украшения, можно сказать, гарантия, что оформят хорошо. Значит, в коробочке идет в комплекте вот такая вот полирующая ткань, можно ее посмотреть подробно. Они ее сложили вот так вот. Я порву уже. Вот такая вот ткань, можно ею чистить изделие. И давайте непосредственно рассмотрим этот мистик топаз. Вот такой вот кулон в викторианском стиле. Я давно хотела вот что-то особенное. Если покупать мистик топаз, то особенный. И вот так вот в коробочке выглядит этот кулон. Это просто нечто невероятное. Кулон продавался без цепочки. Я к нему подобрала цепочку, я вам покажу. У меня есть в моей коллекции. И вот так вот он красиво переливается. Давайте посмотрим теперь его со всех сторон. Вот он, этот кулончик. Я бы не сказала, что он тяжелый. Он нормально весит, ну, нормально будет носить, не тяжело на шее. Вот такое вот здесь ажурное серебро. Да, я здесь нашла пробу. Вот здесь нанесена проба. И вот так вот сзади выглядит это изделие. Вот такая вот красота со всех сторон.
Очень интересное изделие. Я когда его увидела, я сразу поняла, мне нужно это ювелирное лакомство. Просто невероятная работа, на мой взгляд. У нас в городе Минске очень мало продается изделий с мистик топазами, с мистик фианитами и мистик кварцами. Да, есть 3 вида мистиков. Самый дорогой, естественно, мистик топаз. На Алиэкспресс заявлено, что это мистик топаз. Но я попробую проверить, это мистик топаз или нет. Значит, давайте подробненько посмотрим, что говорит Алиэкспресс. Вот так вот выглядит изделие, когда я его выбирала. Так и написано, что большой мистик топаз. Вот такая вот фирма Silver Chakra. Драгоценный камень, викторианский ретро, кулон ожерелье. Кстати, кто не любит мистик топаз, а кто любит другие камни, могут выбрать и аметист, вот мистик топаз, затем сапфир. То есть, ну, понятно, что это не сапфир, а камень под сапфир, под рубин, под изумруд, также под синий топаз, аметист, перидот, аквамарин и белый просто цирконы. Причем все они красивые. Вот цена, достаточно дорого. И вот такие характеристики товара, то есть производственная компания, страна производства, стиль винтажный, 925-я проба помечена, надеюсь, что это так, ну, проба стоит, но покрытие это или на самом деле серебро, не знаю. Цвет металла — античное серебро, основной камень тоже указан, мистик топаз. Не знаю, вот у меня сомнения, или это мистик топаз, или мистик кварц, или мистик фианит. Потому что я про этот камень подробно узнавала, потому что я люблю топазы и хочу в своей коллекции иметь все виды топазов. Ну вот такая у меня мечта. Ну и вот такие вот его характеристики более подробные. Вот расписано, какая величина у кулона, чтобы не было сюрпризом. И все подробненько указано, очень красиво все оформлено. Подробная информация. Ой, мне так нравится вот это фото, мне сразу захотелось этот мистик топаз. Но если читать характеристики, то это 925-я проба, стерлинговое серебро и мистик топаз. Ну, будем думать, что это так. И вот такие вот характеристики краткие. Ну и давайте посмотрим, как выглядит этот топаз вместе с цепочкой, которую я подобрала для него. Вот такая вот у меня цепочка. И вот так вот он будет смотреться. На мой взгляд, очень они подходят друг к другу. Это, насколько я помню, у меня итальянская цепочка, декоративное плетение. Тут сочетание колоска с чем-то. И вот так вот выглядит. Ой, как же он переливается, этот кулон. Вот покажу со всех сторон. Ну, такая красивая работа. И камень сам мне очень нравится. Буду думать, что это мистик топаз. И давайте буду его показывать и рассказывать про мистик топаз. Вообще выделяют же много разновидностей топаза, но мистический топаз отличается от других именно из-за необычной окраски, расцветки. Радужные переливы вот этого минерала сделали его крайне популярным и востребованным. Несмотря на то, что он подвергается обработке, структура камня не меняется. Таким образом, он остается полностью натуральным. Что касается технологии производства, в качестве вообще изначального сырья используется топаз любой разновидности. Сначала его полируют и ограняют. После осуществляется уже процедура, которая изменяет цвет вот этого полудрагоценного камня. Она заключается в нанесении слоя золота или титана. На оттенок и степень проявления переливов особенно сильно влияют изначальная окраска минерала, тип напыления и интенсивность напыления. Вот такой вот интересный производственный процесс. После того полученный материал подвергают воздействию низких температур для повышения твердости. Основным цветом чаще всего становится зеленый, фиолетовый и синий.
Свойства камня: крайне распространено мнение, что камень мистик топаз или радужный топаз является искусственным и не обладает какой-либо энергетикой. Однако минерал успешно сохраняет свои магические свойства и может быть использован как оберег. Но это вы решаете сами, верите в это или нет. Вообще при покупке мистик топаза следует учитывать следующие особенности хранения, ношения и чистки. Температура и свет, например. Воздействие солнечных лучей приводит к обесцвечиванию камня. При высокой температуре от изделия исходит слабый неприятный запах. Но я так проверять не буду. Влага. Высокие показатели влажности или непосредственное попадание воды на поверхность топаза с большой вероятностью приведут к повреждению напыления. Ну, буду стараться и не мочить. И химические средства, например, косметика, агрессивные вещества губительно влияют на прозрачность, окраску, радужные переливы. Восстановить поврежденное изделие в большинстве случаев невозможно. То есть получается, что вокруг мистик топаза нужно и поплясать. Крайне также не рекомендуется самостоятельно чистить украшения, лучше отдать его в мастерскую или ювелирный совет. Я, кстати, всех призываю так делать, потому что действительно, если насмотреться роликов на YouTube, то некоторые чистят, но лучше, это у нас, например, в Минске это дешево стоит почистить изделие, и можно удачно его почистить, а не дома проводить эксперименты. А теперь как отличить от подделки? Вообще мистик обладает всеми свойствами топаза, поэтому для определения подделки используют те же методы. Натуральный камень можно отличить вот по следующим параметрам. Вес. Настоящий материал обладает высокой плотностью и соответствующей массой. Подделки чаще всего делают из стекла, поэтому она имеет заметно меньший вес. Ну вот я читала в отзывах на этот кулон, что был один отзыв, что там считают, что такое изделие довольно-таки легкое. Ну, оно легкое за счет того, что здесь ажурное серебро. Вот насчет камня, может быть, это и стекло, но очень красивое. Потому что я бы не сказала, что он такой холодненький. Твердость. Второе. По шкале Маоса у топаза 8 баллов. Таким образом, его достаточно сложно повредить. Искусственный камень чаще всего трескается при падении, а также его поверхность можно легко поцарапать. Но я не буду царапать. И третье – это реакция на трение. Если потереть настоящий мистический топаз, можно заметить проявление статического электричества. Поддельный материал подобным свойством не обладает. Ну вот я решила при вас, нарезала бумажку, вот здесь вот у меня лежит, и хочу проверить. У меня есть такая шерстяная перчатка, я вот потру сильно так. И давайте эту бумажку мы попробуем. Притянет оно. Бумажка у меня такая довольно-таки крупная. Ну, что-то оно не притягивает. Это я так турмалиной проверяла. Мне ничего не притягивало. Еще раз потру. И тут у меня есть мелкая бумажка. Ну, ничего она не притягивает. Спадает все. Ну, не знаю, насколько это достоверный метод, но этот мистический топаз не прошел проверку трением. Вообще следует учитывать, что продавец не всегда разрешает проверить твердость и реакцию камня на трение. Это, кстати, первое может стать причиной повреждения, например, оправы или других менее твердых минералов. Частое трение самоцветов, в свою очередь, приводит к повреждению вот этого напыления. Также можно обратить внимание на то, что где именно покупалось украшение. Поэтому лучше придерживаться известных ювелирных магазинов и брендов. Это заметно уменьшает вероятность мошенничества. Ну, знаете, я не знаю, у нас в магазинах можно встретить турецкие мистик топазы. И тоже я не совсем доверяю. Потому что, например, если покупать султаниты в Турции, то они пишут султанит, но не гидротермальный султанит. Поэтому доверять тому, что это мистик топаз, не знаю. Ну, я буду думать, что это у меня мистик топаз. Уж очень он красивый. Очень мне нравится здесь, как он обыгран. Действительно, украшение, на мой взгляд, достойное. Ой, я так рада, что его купила. У нас в Минске вот реально таких красивых изделий именно с мистик топазом нет. Я только видела серьги и видела вторые серьги, но там было написано, кстати, мистик, представляете, аметист. Даже такое понятие есть, поэтому вот
Но там были, кстати, эти мистик-аметисты, искусственные камни, они, так и было написано, они были поменьше размером, а здесь очень красивое изделие. Я довольна. Я получила такое удовольствие при съемке этого видео, ведь все эти покупки были взвешены. Я вообще давно увлекаюсь такими полихромными камнями, даже люблю камни-хамелеоны. У меня тоже есть опыт заказа камней хамелеонов на AliExpress. Заглядывайте в мой плейлист, посвященный украшениям с AliExpress. Там вы увидите очень интересные экземпляры, которые оправдывают свою стоимость. И вообще у меня очень редко бывают ошибки и промахи на AliExpress. Очень вообще хорошо все украшения носятся. И, как видите, я все украшения показываю, демонстрирую вам со всех сторон. То есть мне, например, за вот этот вот обзор никто не платит, просто показываю то, что радует мою душу, радует мое тело, радует мои глаза. Я просто неровно дышу к таким необыкновенным камням, так как я вообще помешана на ювелирке, Jewelry Ezik. Напишите, как вы относитесь вот к такого рода украшениям, к полихромным камням, также к аметринам, это довольно-таки редкий камень, к мистик-топазам. Вот иногда приходится обращаться именно к AliExpress, чтобы получить что-то такое эксклюзивное. Но мне нравится, как обыгран и аметрин, как обыгран и полихромный турмалин. Даже хочу заказать еще другие полихромные турмалины от того же магазина, потому что качеством этого магазина я очень довольна. И мне очень нравится, что они указывают, что это у них именно имитация турмалина, а не натуральный. Потому что все-таки AliExpress, они грешат тем, что пишут не то, что есть на самом деле. Очень часто это стекло, но вот мне кажется, что именно вот эти турмалинчики в моих сережках, кулоне, вот это новое колечко, там турмалинчик выглядит как натуральный, он очень красиво сделан. И действительно можно подумать, что это полихромный турмалин. Я очень рада заказам, надеюсь, что мое видео будет полезно вам. Может быть, я даже вдохновлю вас на вот эти вот покупки. Я вообще противник лишних покупок, но считаю, что вот эти 3 украшения — это какая-то такая вот отдушина, именно бальзам для души и тела. Пока-пока, увидимся в следующих видео, уже скучаю и жду вас в комментариях.